Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я кратко расскажу о том, как поступить с тюльпанами после того, как они отцвели. Итак, осенью посадили тюльпаны, весной они вышли из почвы и отцвели. Цветут очень красиво, но цветение недолго. И для того, чтобы луковица, которая отцвела в этом году, то ли будем мы ее выкапывать, то ли не будем мы ее выкапывать. Кстати, очень многие люди луковицы не выкапывают. Оставляют их, и луковицы находятся в земле по 8, по 10 лет. Они становятся пышнее, цветы с каждым годом, более кустистые, ветвистые. Поэтому, если не пробовали, если позволяет ваш участок не выкапывать луковицы тюльпанов, ну хотя бы пару луковиц не выкопайте, и в следующем году посмотрите на их цветение, друзья. Я думаю, вам понравится, я даже в этом уверен. Но, тем не менее, для того, чтобы луковица к следующему году была более сильная и дала больший бокал тюльпана, то необходимо после цветения обрезать верхнюю часть, то есть цветосумку. Вот, смотрите, друзья, тюльпанчик отцвел. Здесь будут образовываться в цветосумке, я не буду сейчас срывать, но вот здесь будут образовываться семена. И вот эти семена, они будут постепенно вызревать. А для того, чтобы им нормально вызреть, с луковицы, которая сейчас находится в земле, будет происходить отток микроэлементов и макроэлементов. Это семена потянут на себя вот это из луковицы. Луковица будет уменьшаться, чтобы дать вызреть семенам. Друзья, нам семена не нужны, мы не будем их выращивать. Поэтому раз и обрезали. Все, вот после того, как тюльпан отцвел, мы просто обрезаем кончик цвета семя-сумку. Таким образом мы не даем обеднеть составу луковицы на микро-макроэлементы. Что делать с оставшейся надземной частью? Друзья, вот сейчас, пока листья еще зеленые, мы ничего не делаем. Мы так и оставляем. Мы обрежем оставшуюся часть, либо выкапываем, если будете выкапывать луковицы, когда листья уже полягут, когда они пожелтеют и полягут. Сейчас из этих листьев происходит отток питательных элементов в луковицу. Листья будут все органическое вещество, накопленное сейчас в течение весеннего сезона, отдавать на луковицу, и луковица будет укрупняться. Это принцип такой же, как у всех луковичных растений, как у чеснока, у лука. Мы же не убираем чеснок сразу, когда головка, на наш взгляд, укрупнилась достаточно, и когда зеленые листья мы не убираем. Почему? Потому что лист должен опасть, немножечко полечь, пожелтеть. Вот когда 2/3 листа пожелтеет, вот именно тогда будет максимальное укрупнение луковицы. Друзья, а по вопросу цветосумки, вот опять же аналогия с чесноком, с луком. Помните, мы всегда обламываем цветонос. Нужно сделать так, чтобы органическое вещество сейчас из растения шло не на вызревание семян, то есть не вверх, а чтобы оно пошло вниз со всей вот этой вот стрелы. Для этого мы просто удаляем верхнюю часть и прекращаем все усилия растения по вызреванию семян. Та же ситуация с тюльпаном. Все луковичные цветы и растения луковичные, точнее не цветы, а растения, они очень похожи по своему принципу произрастания, по циклам жизни и так далее. Вот на этом видео закончу. Спасибо за внимание. Надеюсь, оно для вас было полезным.